Сертифицированный ТВ-стик Kikpi KP2. Недорогой Netflix сертифицированный с AV1 кодеком, с Dolby Digital Plus, вот таким вот пультом, которым можно управлять дополнительными устройствами через инфракрасный порт. И, конечно же, на Google TV на базе Android TV 12. В общем-то, на процессоре Amlogic S905Y4. Короче, ребят, на канале Технозон. Поехали. Так. И можно было бы запилить распаковочку, но вы сейчас видите поближе, как я его в принципе рассматриваю вблизи. И тут ничего интересного для нас нет. Это обыкновенный ТВ-стик, кстати, почему-то с микро-USB, что меня разочаровало немножко. Но да ладно, это уже все мелочи жизни. Интересный пульт, обыкновенный Google пульт, как я их называю, Google пультами, с инфракрасной опцией и блок питания на 5 вольт. В принципе, меньше, он начинает иногда перезагружаться, поэтому он сделан не в виде USB на микро-USB, а в виде отдельного блока питания. И чем же интересен этот Kikpi? Все прекрасно помнят историю с Kikpi KP1, когда сертифицированный тот же самый Hamatix Lite, да, который был у нас 4K Lite, и он был дешевле, чем его аналог от Hamatix. Так вот это вот тоже Hamatix, в принципе, по сути своей, который есть стик 4K. Да, только это Kikpi дешевле, интереснее в том плане, что вы имеете все то же самое, только за немножко другую цену. Через микро-USB можно подключить, через микро-USB-шку можно подключить вот такой вот обыкновенный OTG кабель. Вот такой вот микро-USB на USB и на вход. То есть вы можете через него питать и подключать USB устройство. Мы подключали вот такие вот SSD диски. Вы в принципе можете подключить LAN RJ45, но LAN RJ45 при условии того, что там USB 2, вы не получите быстрее, чем, допустим, на Wi-Fi 5 ГГц. А Wi-Fi 5 ГГц вы дальше увидите, достаточно интересен. Мы сейчас, во-первых, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, ссылки на проверенных продавцов лежат в описании под видео. И на официальный сайт, и на AliExpress, и везде, где найдем официально. Очень хорошая цена, но давайте, пожалуйста, перед этим, конечно же, подпишемся. Смотрите, мы на официальном сайте. Что они заявляют? Amlogic S905Y4, 2 гигабайта LPDDR4 на 8, поддержка 4К, GPU Mali G31, и здесь очень много всего интересного. Dolby Audio, HDMI 2.1, тут у нас Google Ассистент, Bluetooth 5, кстати, и Wi-Fi 5. Хотя они пишут Dolby Digital Plus, но через Dolby Digital Plus получалось проиграть Dolby Atmos через Dolby Digital Plus. Вот так вот. Вот такие вот дела у нас срабатывали. Есть Chromecast у нас, и в принципе больше ничего тут интересного нет. И цена у нас $52. И если вы закупаетесь на aliexpress.com, то у нас есть промокоды для aliexpress.com, которые тоже есть в описании под видео. Вы можете купить даже дешевле $50. Ничего себе! Я вам скажу, очень неплохо. И здесь на самом Алиэкспрессе они прям пишут, что вот тот же самый Google сертифицированный, все те же самые картинки, Google Ассистент, конечно же, поддерживается, голосовой поиск и Chromecast. Есть фреймрейт, немаловажный аспект, но и это по сути у нас стик, который хоть и стриминговый считается, но все практически варианты проигрывания он тягает без проблем, если вы понимаете, о чем я говорю. В общем, ссылки в описании под видео, а мы с вами уже пошли его тестировать и ждем вас на выводы. Итак, Kikpi KP2. В принципе, чего я и ожидал, это аналог, как мы уже говорили с вами, Saya Robotics платформы. И начнем с того, что он Netflix сертифицирован. Давайте зайдем на Netflix, и мы видим, что у нас есть 4К HDR. Пожалуйста, да, приходится нам все скрывать для того, чтобы Netflix не ругался на авторские права, но он полностью Netflix сертифицированный, Netflix работает. Второе могу сразу сказать, не отходя от кассы, идем в ютубчик на нашем Driview Channel и, пожалуйста, тоже видим здесь 4К HDR, VP9, без дропов абсолютно. Вот вы видите все на вставочке, потому что мы его подключали к 4К HDR телевизору, то есть все отрабатывает суперово. При том, что AV1 кодек на дикой реке тоже отрабатывает идеально и без каких-либо вопросов. И работает и HDR10, и HLG. То есть все супер. Вот это
то, что я могу сказать, что эта платформа, она как бы была удачная. Если мы пойдем с вами в AIDA 64, то мы здесь увидим привычный для нас SAI Robotics. Так, здесь написали KP2, SAI 700, опять та же самая платформа 2 на 8, центральный процессор Cortex A35 по 2 ГГц, 4 ядра, и у нас за отображение отвечает Mali G31 4К интерфейс. А сеть у нас с коннектом сейчас 400 мегабит, но это в 2,4 ГГц. Обязательно сейчас проверим. Android 12, и тут больше ничего нам интересного нет. По кодекам сейчас посмотрим в другом приложении. А вот по кодекам у нас все очень даже интересно. Из аппаратных у нас есть Dolby Digital. Видите, аппаратный Dolby Digital. И в принципе вы сейчас на ресивере видите. И Dolby Digital Plus они у нас аппаратные, пожалуйста, вот есть. В пробросе у нас есть DTS. Ну, к сожалению, DTS HD у нас мы не встретили. По видеодекодерам, пожалуйста, AV01 аппаратный декодер. Мы его видим здесь отлично. Вот он, да. Есть у нас AVC, есть у нас 265 кодек, ну и само собой MPEG-2, MPEG-4, VP9 аппаратный, да, вот этот вот, видите, он тоже все это поддерживается. Конечно же, есть DRM L1, полностью сертифицированный TV-бокс, включая сертификацию Netflix 4K HDR. По скорости работы сети. Так как у нас, хотя и можно через переходничок, который ссылку разместил я в описании под видео, подключить сюда USB, но так как это USB 2.0, то на LAN RJ45 вы больше 200 мегабит не получите. А вот по Wi-Fi вы получите спокойненько. В 5 ГГц мы видим тест 260 на 160. И 2,4 ГГц меня очень удивил, потому что он выдал 139 на 152. Но тестировали мы это все в студийных условиях на роутере Xiaomi BE10000. Теперь, из того, что у нас есть здесь еще, конечно же, это у нас Google TV платформа. Хотя у нас есть каналы рекомендаций, мы не можем их сортировать и куда-то, допустим, девать. Но вот в таком варианте он неплохо работает. При том, что у нас есть Chromecast, мы обязательно его проверяем. Кроме того, что мы можем с вами транслировать, вот, пожалуйста, мы сейчас включили трансляцию на Google Chromecast. Видите, у нас, получается, есть поддержка, мы дикую реку транслируем прямо со смартфона, при том, что на смартфоне вы можете управлять, нажимать на паузу, можете следующий ролик включать. То есть у нас кастится все идеально. То есть мы можем с вами отключить его в любой момент, при этом мы можем кастить это из браузера куда хотите. Мы можем кастить это все как угодно. Теперь пробуем с вами голосовой поиск. Голосовой поиск, само собой, здесь работает не только на поиск там, фильмов, хотя он на поиск фильма уже давно не работает. Google так распорядился, хотя вполне возможно чего-то сейчас изменилось. Давайте попробуем. Фильм «Черкассы». Но, как мы видим, да, Google поиск работает вот в таком варианте и вот ищет его вот просто как карточка фильма, но здесь он нашел его в лицензионном варианте исполнения, и голосовой поиск уже начинает приобретать какой-то законченный вид. Скоро он будет работать уже полностью. Это не зависит от самого, допустим, TV-бокса. Это зависит конкретно от Google. Давайте попробуем. Фильм «Wednesday». Найдет он его на Netflix или нет? Тут мне просто интересно. Ну нет, видите. То есть он там нашел на Amazon Prime, а Wednesday на Netflix не нашел. Тут надо, чтобы Netflix сам по себе включал именно поддержку этого голосового поиска. А давайте попробуем. Открой YouTube. Ну, пробуем. Да, все работает, он вызывает. А ну внутри, давайте попробуем. Канал Технозон. Да, ищет внутри приложения, все супер, хорошо. Теперь попробуем погода на завтра. Да, пожалуйста, он открывает погоду даже не на завтра, а на несколько дней вперед, ну, со вторника начиная. То есть все это работает, чтобы вы понимали, как это работает именно Google Chromecast. Почему сертифицированные устройства мне больше нравятся в таком варианте исполнения. Теперь дальше.
Проигрывание с жесткого диска. Возможно ли? Конечно, возможно. С помощью вот этого вот переходничка, который я вам показал изначально. Сейчас он загрузит аддоны различные. TV-Stick понимает всего лишь XFAT, он не понимает NTFS. Вы должны это понимать. И вот, пожалуйста, мы можем с вами проигрывать все, что угодно. Давайте. LG New York 4K, очень высокобитрейтное видео с HDR10, отрабатывает, все супер. Давайте запустим его проигрывать. Вот, пожалуйста, он проигрывается без каких-либо вопросов. То есть с внешнего носителя YouTube, Netflix, то есть это сам такой себе, такой сам по себе стриминговый ТВ-стик. То есть вы должны это понимать. Никакого, допустим, тут Dolby Vision нет и не предвидится. При двойном нажатии у нас оно будет вызываться недавнее приложение. Нет, к сожалению, не вызывается. Ну, в принципе, эта фишка Hamatix была плюса. Давайте попробуем с вами еще телеканалы и различные стриминговые сервисы. Давайте попробуем. В частности, вот, пожалуйста, OTT. Сервисы, то есть IPTV, OTT здесь будет работать идеально. Давайте переключим на другой какой-то канал. И, пожалуйста, канал идет тут какой-то звук. Вообще без вопросов. Давайте дальше переключим. Давайте что-нибудь еще включим. Все работает. То есть мы делаем какой-то промежуточный с вами вывод, что здесь работает стриминговые сервисы без вопросов. У него есть все сертификации с 5.1 звуком через HDMI. Конечно же, работает у нас хорошо Wi-Fi, достаточно хорошо для стика. И работают каналы, OTT и все остальное. Теперь пойдем немножечко посмотрим сами по себе настройки. У нас, кстати, обновление пульта дистанционного управления прилетело, при том, что на пульте хочется чуть-чуть остановиться в плане того, что он может у нас работать с различными управлениями. То есть, смотрите, мы можем подключить сюда телевизор, саундбар, либо AV-ресивер по дополнительному инфракрасному порту. Пожалуйста, он будет спокойно этим управлять. Из того, что могу сказать, из настроек, которые меня бы интересовали, он поддерживает до 4К 60 Гц. На текущий момент у нас стоит 4К 60 Гц, 480p. У нас есть адаптивный HDR. Если мы включим HDR, HDR10+, есть. Есть у нас автофреймрейт с VRR, то есть есть с плавным переходом, есть без плавного перехода. Насколько поддержится VRR, напишите мне, честно говоря, я не знаю. У меня нет телевизора с VRR на текущий момент. Ну и форматы Dolby Vision нет, есть HDR, HDR10+. В настройках звука у нас есть, в принципе, видите, если настроить каждый формат, то у нас есть Dolby Digital+, DTS от простой и Dolby Atmos через Dolby Digital+. Вот так вот. То есть у нас все это есть как бы очень-очень-очень хорошо. Все, ребят, в принципе, мне здесь больше вам показывать нечего, по настройкам больше ловить нечего. Все я вам показал, все, что мог, и мультимедийные его возможности в том числе. Поэтому переходим и делаем выводы. В качестве выводов скажу, стик получился обалденный, мне понравился, я рекомендую его. За такую цену это прям супер стик. Ссылки в описании под видео. Мне понравилась именно быстрота работы интерфейса. Мне понравилась отработка 4К 60 Гц. Хороший Wi-Fi, достаточно хороший Wi-Fi. И полная сертификация Netflix. Скажем так, вместе со всеми его остальными возможностями, которые можно через него реализовать. Неплох стик. Рекомендую. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.